Не надо долго говорить о том, что неспецифическая боль в спине – это очень серьезная проблема. Мы уже об этом говорили, упоминая о миофасциальных болевых синдромах. Об этом мы говорим постоянно, и не только мы с Павлом Владимировичем, а огромное количество конференций. Вот сейчас параллельно идет конференция в Ставрополе. Только что позавчера мы закончили конференцию с Андреем и Алексеем Борисовичем Даниловыми, которые были опять посвящены проблемам, в том числе и боли в спине. Здесь мы видим, насколько проблема коморбидности актуальна для остеоартрита. Риск остеоартрита увеличивает риск хронизации боли. Те моменты, которые кажутся на первый взгляд очень, скажем, лежащими на поверхности, в частности высокий индекс массы тела и увеличение риска хронизации, но видите, всего на 40% по сравнению с тем, что при артериальной гипертензии, при атеросклерозе, на 90%, на 96% увеличивается риск остеоартрита. Даже больше, чем при сахарном диабете по этому исследованию. Хотя, казалось бы, сахарный диабет, который будет за счет того, что жировая ткань будет создавать условия для тлеющего воспаления, медленное воспаление, провоспалительные цитокины вырабатываются. И получается так, что при сахарном диабете меньше, чем при наличии артериальной гипертензии. Важно напомнить о том, что международная классификация болезни 11, которая вступит уже через несколько месяцев в силу, хроническая боль становится нозологической формой. То есть все больше развивается концепция биопсихосоциальной парадигмы, согласно которой большое значение имеют и социальные, и психологические факторы формирования хронической боли. Поэтому вот, первичная хроническая боль – это как раз то, о чем мы сейчас говорим, а то, чему посвящено сегодняшнее выступление сейчас, это в основном то, что рубрифицируется в 7-й позиции – хроническая вторичная мышечно-скелетная боль. И во многом эта позиция 7.2, хроническая мышечно-скелетная боль, связана со структурными изменениями. То есть я хотел акцент сделать сейчас на фасеточном болевом синдроме, как вот такой очень частой причине люмбалгии. Многие считают, что больше половины люмбалгии, особенно у пациентов старших возрастных групп, это как раз проявление фасеточного болевого синдрома. И в то же время неспецифическая боль в спине не является нозологической единицей. Однако синдрому боли придан статус регистрационной категории и в МКБ-10, и в МКБ-11, и акцент будет в выделении хронической боли во многом как раз за счет того, что высокая распространенность этой проблемы. Спондилоартроз или спондилоартрит деформирующий, как основа фасеточного болевого синдрома, основа изменения фасеточных суставов. И то, из-за чего я как раз читаю лекции отдельно по дифференцированной терапии и миофасциальных болей, и фасеточного болевого синдрома, во многом причиной послужило то, что, вот посмотрите, пожалуйста, европейские рекомендации по лечению неспецифических болей в спине указывают, что патогномоничные симптомы, характерные для фасеточных болей, для мышечных болей, отсутствуют. Именно поэтому используются стандартные рекомендации. Но вот я как раз не знаю, насколько это мне удалось, постарался показать, рассказывая о миофасциальных болевых синдромах, о том, что действительно существуют патогномоничные симптомы, и можно какими-то дифференцированными методами помочь пациенту при миофасциальной боли. В общем-то, то же самое касается и фасеточных суставов. Сейчас я буквально в течение нескольких минут постараюсь остановиться на тех симптомах, которые очень характерны для фасеточного болевого синдрома, который проявляется и у пожилых людей, действительно так, но и в молодом возрасте, особенно при наличии недифференцированной дисплазии соединительной ткани.
Для фасеточного болевого синдрома в полной мере применимы те позиции, которые ревматологи рассматривают в отношении проблем с коленным суставом, как с таким эталонным суставом, изучаемым в ревматологии при самых разных процессах, в самых разных клинических исследованиях. То есть хронически рецидивирующий воспалительный процесс при остеоартрите будет в полной мере возникать при остеоартрите фасеточных суставов. И ревматологи сейчас выделяют много фенотипических вариантов течения остеоартритов, видите, начиная от посттравматического и заканчивая болевым. Но, наверное, для фасеточного болевого синдрома применимо рассмотрение таких фенотипических вариантов, как метаболический остеоартрит, сочетание у пациентов с сахарным диабетом, как посттравматический, очень частая вещь у наших пациентов с поражениями фасеточных суставов. Естественно, возраст зависимый, естественно, болевой. Но кристаллический остеоартрит в меньшей степени – это проблема, которая связана с проблемой подагры. Но, видите, очень многие фенотипические варианты остеоартрита будут встречаться у пациентов с фасеточным болевым синдромом. И то, о чем я уже упоминал, у лиц молодого возраста за счет врожденных аномалий позвоночника, за счет травматизации при занятиях травматичными видами спорта и особенно при наличии недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Фасеточные суставы показаны желтым цветом, те суставы, которые будут давать наиболее частую такую болевые симптомы. И можно выделить позвоночно-двигательный сегмент, где участвует верхняя половина сустава за счет верхнего позвонка и нижняя половина сустава, формирующая дугоотрочатый сустав и определенную боль и на определенном уровне. И можно с помощью диагностических приемов, помимо клинических черт, с помощью диагностических приемов определенных выделить проявление фасеточного синдрома. Не надо считать, что остеохондроз, поскольку вот сейчас принято ругать работу Якова Юрьевича Попелянского и ругать термин остеохондроз приводит к целому ряду причин патологических изменений и патологических симптомов, и клинически значимых симптомов. Потому что в норме нагрузка приходится на межпозвонковый диск, если его высота снижается за счет остеохондроза, происходит перераспределение нагрузки в сторону фасеточного сустава. Итак, симптомы фасеточного болевого синдрома. Рецидивирующее течение, при этом тенденция к удлинению, утяжелению последующих обострений. Характерна утренняя скованность у наших пациентов. И когда пациент расходится, боль может уменьшаться. Очень характерно то, что начало боли связано с ротацией и разгибанием позвоночника, то есть с теми движениями, при которых наиболее сильно сближаются между собой суставные поверхности фасеточных суставов, в которых менискоидная ткань богата как нервными окончаниями, так и кровеносными сосудами, и создаются предпосылки для фиксации боли, для, скажем, то, что называется блока фасеточного сустава. Очень характерный симптом. Иррадиация боли не идет ниже коленного сустава. Если мы видим пациента, у которого боль идет ниже, это чаще радикулопатия, это не фасеточный болевой синдром. Поскольку фасеточные суставы характерны для всех уровней, начиная от С2 и заканчивая крестцом, то и на шейном уровне можно выделить определенные черты, можно выделить зоны радиации боли, зоны нарушения чувствительности, гиперпатические зоны, которые будут характерны для разных уровней поражения фасеточных суставов в области шеи. Поэтому, если суммировать наиболее чувствительные критерии фасеточного болевого синдрома, то они как раз приведены здесь. То есть получается, что можно выделить симптомы, которые фактически являются патогномоничными для наличия фасеточного болевого синдрома. Помимо того, о чем мы уже
говорили, сейчас их перечисляли, посмотрите, пожалуйста, третья позиция. Усиление боли при нажатии на область фасеточного сустава или на поперечный отросток. То есть пальпация в сторону от линии остистых отростков на поперечный палец в сторону. То есть как раз в этой ситуации, когда мы так располагаем руки на один поперечный палец в сторону от остистого отростка, мы попадаем в проекцию поперечных, скажем, фасеточных суставов, поперечных отростков. И мы можем проводить оценку так называемого пружинирования. Вот будет снижение пружинирования как уже такой диагностический симптом, который мы можем в динамике смотреть у наших пациентов. Но кроме того, мы опираемся и на данные нейровизуализации, и на определенные шкалы. Времени у нас опять же немного, вот я остановлюсь на данных нейровизуляционных критериев. Посмотрите, пожалуйста, они делятся по градации от нулевой степени норма, когда ширина суставной щели составляет 2-4 мм, до третьей степени, когда щель очень сильно сужена и есть остеофиты и субхондральная кистая эрозия. При первой степени сужение суставной щели меньше 2 мм. И так же, как при миофасциальном болевом синдроме, мы говорили, при легких изменениях можно помочь с помощью локальной инъекционной терапии. При третьей степени уже приходится обходиться фасциотомией. Так и здесь. При степени 1 и даже при степени 2 часто можно помочь с помощью локальной инъекционной терапии. При степени 3 приходится делать абляцию радиочастотную веточки поперечного нерва. Посмотрите, пожалуйста, буквально так быстро видеоряд. Нормальные фасеточные суставы, ширина 2-4 мм. Первая степень, начинается сужение суставных щелей. Вторая степень, еще более грубое сужение до 1-2 мм. И третья, наконец, с формированием кист, с формированием резкого сужения, неоднородного сужения суставной щели. Вот тут уже локальная инъекционная терапия мало поможет нашим пациентам. Синдром фасеточных суставов увеличивает риск развития спинальных стенозов. Ну и посмотрите, пожалуйста, стандартизованная шкала Stark Dead Screening Tool. Шкала, которая нам важна для того, чтобы рассмотреть, насколько мы адекватно оцениваем, можем оценивать европейские стандартные рекомендации, которые говорят, что патогномоничных симптомов нет, и нужно всех лечить под одну гребенку. Вот она, Stark Screening Tool в ее оригинальном виде. Но видите, она мало читабельна в таком варианте. Попробуем ее посмотреть. Вот тут, к сожалению, в этой презентации у меня русского перевода нету, но сводится она к тому, что с 1 по 3 вопросы – это вопросы, которые касаются больше клинических проявлений у пациента. С 5 даже по 9 вопросы – это вопросы, которые касаются психосоциальных проблем, психосоциального окружения пациента, синдрома у данного пациента. И в зависимости от того, как пациент отвечает на вопросы, которые приведены в этой шкале, мы видим низкий риск, средний риск или высокий риск. Риск чего? Риск хронизации на самом деле. Это принципиально важно, потому что если есть низкий риск хронизации, то авторы этой шкалы рекомендуют стандартное лечение кем? Врачом общей практики. Подчеркиваю, что таких пациентов на Западе лечат врачи общей практики, и это как раз те рекомендации, которые постоянно звучат. НПВП, миорелаксанты, когнитивно-поведенческая терапия. При среднем риске лечение в специализированном противоболевом центре, мы вот сейчас как раз пытаемся создать такой центр у себя здесь в клинике, и активно используем и медикаментозные, и немедикаментозные методы. А вот при высоком риске обязательное подключение биопсихологических методик. Такие методики у нас тоже используются и работают. И получается, что если взять такой треугольник рисков, то высокий риск наверху красный, низкий риск внизу зеленая. Но вот желтая и красная зона, она тоже очень высокая, чуть ли не больше, чем зона низкого риска. Поэтому, наверное, все-таки всех пациентов одинаково лечить не стоит.
об этом тесте в следующий раз поговорим. Поэтому вот у меня лично вызывают некоторые вопросы. Позиции, касающиеся того, что патогномоничных симптомов нет. И такое рассмотрение, одинаковое лечение всех пациентов может, опять же, на мой взгляд, наверное, с этим можно спорить, и периодически у нас возникают дискуссии с различными коллегами, но часто мы все-таки приходим к общему единому мнению, такой подход может все-таки увеличивать риск хронизации боли. Как мы лечим фасеточные болевые синдромы? Борьба с болью, включая локальное лечение боли, борьба с воспалением отеков, борьба с мышечным спазмом и с метаболическими расстройствами. Вот здесь как раз перечислены препараты, которые мы можем использовать для лечения наших пациентов. Если говорить о миорелаксантах, то у каждого из них есть своя полка применения. Толпиризон, медокалом, у него есть сосудорасширяющее действие. У тизанидина есть гастропротективное, поэтому с неселективными НПВП одно время он считался золотым стандартом назначения, например, были такие работы на Западе. У баклофена седативное противотревожное действие. Тоже, в общем-то, это важно для очень большой армии наших пациентов. Препараты Сисадоа, о них мы уже говорили в предыдущем докладе, то есть мы их используем и для стандартного введения перорального для пероральных форм. Парентеральное является у нас, внутримышечное является преимущественным для лечения локальной инъекционной терапии по триггерным точкам и в область фасеточных суставов при фасеточном болевом синдроме. То есть наиболее активно используемый препарат для этих целей у нас алфлутон. Но кроме того, посмотрите, какой подход предлагается, так своеобразная такая аббревиатура, слоган «Как лечить боль?». То есть комбинация нескольких препаратов, это препараты фирмы Сотекс, очень удачное такое вот продвижение, скажем, в плане «Как лечить боль», Комплегамма, Мелатекс, Калмирекс. Вот давайте несколько слов поговорим об этих препаратах, об их сочетании, о том, как они работают при неспецифической боли в спине. Итак, начнем с Калмирекса. Толпиризон с небольшой дозой лидокаина. Далее мелоксикам и Мелатекс. Ампулированная и таблетированная форма. Калмирекс тоже есть и в ампулированном, и в таблетированном виде. И, наконец, ампулированная форма витаминов группы В, комплегам, в котором тоже есть небольшое количество лидокаина. Калмирекс, толпиризон и внутримышечное введение, которое позволяет оказывать достаточно хороший обезболивающий эффект наряду с миорелаксирующим. Препарат, который биоэквивалентен оригинальному препарату. И посмотрите, пожалуйста, здесь есть сравнение нескольких миорелаксантов у пациентов пожилого возраста. Одна группа получала Калмирекс 150 мг 3 раза в сутки, это стандартная доза для толпиризона, а другая группа получила тизанидин сердолут 2 мг 3 раза в сутки, и третья группа получила баклофен 10 мг 2 раза в сутки. Пациенты, которые получали Калмирекс, уже на 5-й день терапии пациенты отказались от приема НПВП. Как мы понимаем, одной из важных позиций рациональной фармакотерапии и специфической боли в спине является уменьшение дозы и уменьшение длительности приема НПВП, поскольку мы стараемся максимально безопасно лечить наших пациентов. Процент отказа был выше по сравнению с группами, получавшими тизанидин и баклофен, процент отказа от НПВП. Кроме того, могут возникать нарушения равновесия у пациентов пожилого возраста. Это причина падения, это причина переломов. Эти вещи могут усиливаться в том числе и на фоне приема нестероидных противовоспалительных препаратов. Поэтому оценка влияния миорелаксантов на координацию по устойчивости в позе Ромберга, по выполнению координаторных проб, здесь тоже приведена. У пациентов, которые получали Калмирекс
Изменений не было выполнения координаторных проб и устойчивости. У тех пациентов, которые особенно получали тизанидин, и у тех пациентов, которые получали баклофен, возникали изменения неустойчивости, возникали координаторные нарушения, и кроме того, и при назначении тизанидина, и при назначении баклофена увеличивались сонливость, увеличивалась общая слабость, что для многих пациентов, особенно опять же для пожилых, является недостаточным. Мы видим фактически в несколько раз, в 5-6 раз по сравнению с назначением калмирекса увеличиваются жалобы на сонливость, головокружение у пациентов, получавших тизанидин, баклофен. Не развивается ортостатическая гипотензия у пациентов, которые получают калмирекс, тоже принципиально важно, и широкий спектр терапевтической безопасности. Вот с Виталием Владимировичем Ковальчуком мы достаточно часто работаем, он говорит о том, что он назначает у своих пациентов препараты толперизон в дозе больше грамма в сутки. Он достаточно безопасно получается, да, по его словам. Но наша стандартная доза в 2 раза меньше, 450 мг, это тем более безопасно. Калмирекс эффективен с топическими формами НПВП. Вот есть тот же самый амилотекс в виде геля. Здесь показаны данные по противоболевой терапии цервикалгии и цервикобрахиалгии. И видим достаточно хорошую эффективность. По сравнению с мелоксикамом, сравнение 15 мг в сутки, очень хороший эффект. То есть топическая форма НПВП плюс мерилаксанты – это возможность применения, возможность такого, скажем, альтернативного подхода при наличии рисков назначения НПВП. Тоже об этом надо помнить, это надо учитывать. Видите, выраженное снижение мышечно-тонических реакций, выраженное расслабление цервикальной плечевой мускулатуры, хороший эффект. Часто мы это используем вместе с мануальными методиками. Это, скажем, вот такой подход позволяет еще лучше улучшать схему калмирекс плюс топические формы НПВП. И несколько слов еще о других препаратах, о которых мы сейчас как раз упоминаем. Амилотекс, который существует в нескольких формах. Уже та форма топическая, о которой мы упоминали, но это еще и суппозитории, но это и такие более привычные для стандартного применения ампулы и таблетки. Ампулы 15 мг, 1,5 мл, таблетки 7,5 мг и 15 мг. Амилотекс находится посередине между неселективными и селективными НПВП. За счет этого у него опять же достаточно хорошее соотношение эффективности и безопасности. Мы видим эффективность препарата у пациентов с умеренно выраженным болевым синдромом, то есть это по шкале ВАШ до 6, первый столбик до лечения и дальше уже с первого дня достаточно выраженный, но и, кстати, что важно, стойкий противоболевой эффект, который к 5-му дню становится еще более значимым. И кроме того, у этих же пациентов увеличение амплитуды движения в суставах к 6-му дню мы видим. То есть амилотекс будет уменьшать выраженность боли и в то же время увеличивает объем движения в суставах. И клиническая эффективность в сравнении с препаратом диклофенак. Мы видим, что они сравнимы, но при этом что-то получается, что на фоне назначения амилотексом лечение будет более безопасным. И опять же, клиническая эффективность по уменьшению объема больного сустава и увеличению объема сгибания больного сустава. Это ревматологические работы на коленных суставах. Видим, что есть преимущество у амилотекса по сравнению с диклофенаком. Данные, которые подтверждают, дополняют то, о чем я только что сказал. Мы видим хорошую клиническую эффективность амилотекса. И переносимость при этом, видите, здесь уже диклофенак, если там диклофенак и амилотекс были сравнимы и, в общем-то, показывали одинаковые результаты фактически, то есть были хорошо эффективны, но амилотекс будет значимо безопаснее
диклофенака по сравнению и с тяжелыми осложнениями ЖКТ, и вообще с развитием нежелательных явлений. И в заключение о таком препарате, как комплегам, потому что мы проводим вот эта вот схема, как лечить боль, подразумевает три звена терапии. То есть калмирекс, амилотекс, комплегам. Комплегам B1, B6, B12, лидокаина 2,5 мг. Совсем немного, но это позволяет укол сделать безболезненным комплегама. Препарат, который сокращает в дополнение к калмирексу и срок лечения НПВП, и их дозировку, и еще больше будет снижать риск побочных явлений. Поэтому амилотекс плюс комплегам – это вообще очень удачное сочетание, потому что мы еще в большей степени будем снижать риск побочных эффектов. Ну и вот посмотрите, пожалуйста, здесь показана схема назначения и примерная стоимость как калмирекса, так и амилотекса, так и комплегама. Комплексная терапия препаратами, о которых я сегодня говорил, оказывается с позиции фармакоэкономики предпочтительная по сравнению с терапией оригинальными препаратами. Еще несколько слов о локальном лечении боли. Здесь вот видите, игла входит в фасеточный сустав. На самом деле достаточно веерно, периартикулярно доставить лекарственное вещество. Мы, кстати, очень широко работаем не только с алфлотопом для локальной инъекционной терапии, но и с тем же амилотексом. Вот амилотекс веерно, периартикулярно при фасеточном болевом синдроме для локальной инъекционной терапии это очень хорошо. Желательно под навигацией, но достаточно ультразвуковой навигации, но в ряде случаев, если такой возможности нет, можно при минимальном опыте уже и научиться это делать. Вот здесь показана ультразвуковая навигация при блокаде фасеточных суставов. Здесь как раз мы вводим амилотекс периартикулярно в область фасеточного сустава. Наша задача воздействовать на медиальную веточку нерва, которая раздражается при разрастании фасеточных суставов. А вот это уже ситуация фасеточного болевого синдрома при третьей степени изменения сустава, когда мы проводим абляцию, когда мы проводим денервацию. Это уже работа нейрохирурга, это СИ-дуга, это рентген-контроль, это работа в рентгеноперационной, работа в фортеке, не совсем безопасная для врача тоже в плане лучевой нагрузки. Но, в общем-то, многие нейрохирурги, травматологи, ортопеды активно это делают. Вот так это выглядит. Посмотрите, пожалуйста. И есть работа о том, что фактически периартикулярное введение суставов, околофасеточных суставов по сравнению с введением фасеточных сустав одинаковая эффективность. Под острым перейдя в фазу ремиссии, на фазу острой боли мы обычно не используем немедикаментозные методы, когда боль начинает стихать. Есть такая рекомендация, не знаю, как там считают, 30% боль уменьшилась, но есть рекомендация, боль стихла на 30%, можно добавлять немедикаментозные методы. Вот все эти методы, которые мы в клинике у себя используем. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Сейчас, перед тем, как мы перейдем